Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы находимся на острове Палаван, в городке Эль-Нидо, и сегодня отправляемся в морской тур, который называется Tour Sea. Время 9 часов, пока немножко задерживается наш трансфер, расскажем о том месте, где мы сейчас находимся. А находимся мы в городе Эль-Нидо. Он примечателен тем, что здесь богатая, красивая природа и, конечно же, лагуны. Чтобы отправиться на лагуны, необходимо выбрать себе тур. Они разделяются на A, B, C и D. Очень нехитро, конечно, придумали называть морские экскурсии именно по буквам A, B, C, D. То есть вы никогда не запутаетесь. Есть тур A, тур B, тур C, тур D. То есть все очень-очень просто. Очень сложно из них, конечно же, выбрать самое лучшее, поэтому отправимся на первые три самых популярных A, B и C. Все, наконец-то мы отправляемся. Для начала мы поедем на местном транспорте, который называется трицикл. Вот такой вот мотоцикл 3-4-местный. Вот так выглядит наш первый трансфер. Я думала, за нами приедет какой-нибудь, знаете, мини-бас, а за нами приехал локальный транспорт. Но мы уже привыкли, на самом деле. Он, конечно, шумный, но старается передвигаться быстро. Все, мы уже доехали до пристани. У нас с собой есть и маска, и трубка, но мы не подумали о резиновых шлепках. Ну, не то чтобы шлепках, а таких тапочках, знаете, специальных. И получается, сейчас мы здесь арендуем их на пристани за 100 песо за штуку. Yeah, we go. В общем, первую часть нашей морской экскурсии нам приходится преодолевать пешком. Вот сейчас мы идем, чтобы попасть на ту лодку. Достаточно далеко, наверное, метров 50. Ну все, мы уже внутри, в составе наших филиппинских друзей. У нас такая группа сегодня. Да, стоит еще обратить внимание, что у филиппинцев немножко проблемы с организацией всего вот этого. У них еще не так развит туризм, поэтому они первопроходцы, так сказать, во всем этом. Поэтому не удивляйтесь, что нам пришлось до лодки идти по воде пешком. Сейчас еще спасательные жилеты нам дадут, потому что переживают за безопасность. Но, надеюсь, нам не придется их все время с собой, ну, все время на себе таскать. Я тебя немножко расстрою, придется. Ну что ж, и самая первая неожиданность. Вот Том недавно говорил о том, что оставляет организация желать лучшего. Вот мы забронировали туры A, B, C. Мы были в полной уверенности, что у нас сегодня будет тур A, но на самом деле сегодня у нас тур C, представляете? То есть мы готовились посетить совсем другие места, но ничего страшного, тур A нас ждет еще впереди, завтра или послезавтра, а сегодня у нас тур C. И первая наша точка на сегодня — это остров, который называется Хеликоптер, то есть вертолет, потому что он сверху похож на вертолет. Ну, я надеюсь, вы слышали то, что я сказал, что у нас сегодня оказался экстренно не тур A, а тур C. Когда капитан перед отплытием сказал, что у нас сегодня тур C, мы немного удивились, но сильно не расстроились, потому что туры A и B нас ждут еще, соответственно, завтра и послезавтра. Сейчас мы приплыли к острову, который называется Хеликоптер, потому что он похож на вертолет. Сейчас мы здесь высаживаемся, опять высадка происходит прямо в воду, причем достаточно глубоко. Примерно, там, не знаю, по шею, кому, ну, там, мне, может, чуть пониже. Поэтому многие берут еще водные боксы, все туда складывают. Поэтому эти лодки вот не могут почему-то достаточно близко причалить к берегу. Поэтому приходится добираться самим. Еще одна причина в том, что наша лодка остановилась далеко от земли, от пляжа. Это то, что мы приплыли, видимо, одними из самых последних. И передняя линия вся была уже занята, поэтому пришлось немножко так вплавь добираться до берега. Но ничего, мы взяли с собой и камеру, и дрон. Возможно, здесь полетаем, посмотрим красивый вид с высока. Ну, а также, естественно, маску с трубкой. Томочка пошла снорклить. Я немного полетал на дроне. Сейчас тоже хочу окунуться, потому что до этого мы на Филиппинах уже, получается, несколько дней, уже 4 или 5 дней, но ни разу еще не плавали. Заход здесь в воду
действительно такой сложный, поэтому без тапочек не обойтись, потому что каменистое очень дно. Здесь очень много разнообразных рыб. Не сказать, что их прямо очень много, но именно вот виды, их интересно посмотреть. Я увидела огромного угря, вот такого. Вот такой угорь был. Он был коричневый, с полоской, мне очень понравился. И еще здесь очень красивый риф, он необычный. Я видела, знаете, вот бывают такие болотные, да, лилии, а тут вот морские лилии. И она такого золотистого цвета красиво. И вот еще по поводу чистоты воды, это великолепие. Это просто одно из самых чистых морей, где мы купались. Пляжи. Фу, у меня просто перехватило дыхание, столько эмоций, и оно еще приятное по температуре. Оно не холодное и не горячее, поэтому кайф. Очень пожалела, что не взяла с собой аквабокс, думала, ну и ничего здесь особенного не будет, но в следующий раз обязательно возьму. Кстати, погода вообще практически не солнечная. Когда мы только ехали на экскурсию, было солнечно, приятно, а сейчас, знаете, солнце скрылось за облаками. Но, тем не менее, погода приятная, она не такая прямо жаркая, но все равно прям вот с удовольствием, конечно, сегодня отдыхаю на этих островах. Кирилл пошел купаться, но для купания, конечно, здесь место не самое лучшее, вот для снорклинга, да, а так внутри камни, поэтому без тапочек здесь вообще не обойтись. Провели мы, наверное, минут 30 на этом пляже, на этом острове. Сейчас идем обратно на нашу лодку. Отправляемся на вторую точку. Впереди нас ждут еще интересные лагуны. Также у нас будет сегодня ланч обязательно. Ну и потом, надеюсь, уже не забудем надеть аквабокс и поснимать для вас красивые кадры подводные. Друзья, наша вторая остановка — это Hidden Beach, или скрытый пляж. Здесь также нам придется добираться до берега вплавь, поэтому без тапочек никуда, без водных боксов никуда. Говорят, что это очень красивый пляж, но единственный его минус — это большие скалы. Да, и кораллы, которые находятся под ногами, поэтому нужно быть аккуратными. Если прошлый наш пляж был не очень сильно предназначен для купания, то этот совсем не предназначен. По крайней мере, это его часть. Вот этот весь путь мы прошли пешком. Там получается очень много различных рифов, ну, каких-то камней. Поэтому очень-очень надо быть аккуратными. Но зато пока идешь, ты можешь даже без маски увидеть морских обитателей. Какие-то и огурцы морские там есть, и рыбки постоянные. В общем, очень много всего. Ну а впереди еще открывается чудесный вид на скалы, на расщелины. Сейчас покажу вам. Это невероятно, просто какие-то инопланетные виды, такого мы еще точно не видели. Везде огромные черные скалы, безумно красиво и воодушевляюще. Кстати, друзья, сейчас время отлива. Обычно здесь тоже есть вода и можно купаться. То есть вот здесь вот пляж в такой небольшой бухточке. Но сейчас здесь даже и не по колено. Но зато посмотрите на эти виды. Сейчас мы уже обратно на нашей лодке вернулись и отправляемся на третью точку. Это будет точка, совмещенная с ланчем. Поэтому совсем скоро будем кушать. Мне еще нравится, что у каждой точки они по-своему как-то индивидуальны. Первая была идеальна для снорклинга. Вторая именно вид, где можно делать потрясающие фотографии. И вы видели кадры с дрона, ребята. Оцените их лайком.
Итак, у нас третья остановка. Место называется Матинлок Шрайн. Вот здесь вот приветственное обращение к нам. Добро пожаловать на этот остров. Здесь у нас будет и ланч. Также мы прогуляемся, посмотрим здесь красивый пляж. Еще, возможно, здесь есть какие-то памятники архитектуры. Нам нужно будет понять это. Еще забыли вам сказать, что этот остров оплачивается отдельно, потому что это территория национального парка, поэтому нужно дополнительно заплатить 200 песо с человека. Мы, правда, не знаем ситуацию, что если, допустим, кто-то, допустим, не хочет выходить и платить 200 песо с человека, останется в лодке, то, получается, он останется без ланча, который здесь будет. Не совсем понятно. Либо просто все, кто едут, должны платить 200 песо. В этой локации можно подняться по каменным ступенькам наверх. Оттуда открывается шикарный вид. Не так высоко надо подниматься, на самом деле. Вот буквально минуту, наверное. И вот здесь уже много людей. Все ждут своей очереди, чтобы сделать фотографию. Мы наконец-таки на обзорной. Ой, смотрите, какие виды здесь. Это что-то нечто. Какая красивая водичка, горы вокруг. После прогулки засервировали уже столы. Здесь много всего есть, чуть позже вам покажу. А теперь еще одна традиция, видимо. Надо обязательно сфотографироваться с этой едой. Раз, два, три. Ну все, вот такая вот фотография со столом с едой. А теперь давайте подробнее чуть покажу, что здесь есть. На десерт фрукты, ананас, арбуз, бананы. Также мидии очень большие. Это курица, это свинина, это рыба. Вот такая вот огромная, смотрите, большая-большая. Ну, это кальмары. Также перчик, много соусов и, конечно же, рис. Очень много риса. Взяла рыбу, мидии, рис я пропустила. Еще наедимся. Очень вкусная рыба, очень. Это просто бомба. Она такая вкусная. Так, продолжим небольшой обзор сегодняшней еды. Тома рассказала вам про рыбу, которая ей очень понравилась. Я еще не пробовал, но сейчас вот открываю мидии. Ну, в общем, они очищенные, готовые. Ну, холодные, да? Ну да, они прохладные, наверное, немножко. Ну, в принципе, ничего критичного. Вот еще одну давайте берем, с ножки снимаем. Ну, маринад прикольный. Не просто вареные, да? Да, в соусе, маринаде каком-то. То есть достаточно прикольный мидии. Вот, еще давали нам свининку, давали курочку и давали кальмары. Вот. Не знаю, давайте что-нибудь попробуем. Вот маленький кусочек свининки. Ну, правда, Кирилл, вообще все без соуса, там соусы стоят разные. Ну, да, но соусы... Нет, там бутылки есть, прям соевые можно добавить. В общем, разные соусы. Так, что-то у нас здесь людей стало много. Приехала какая-то группа, и все по этому пирсу ходят, где мы кушаем. Ну, еще, кстати, фрукты. Желтый арбуз, давайте попробуем. Переходим к десерту. Ну, не знаю, желтый немножко он отличается все-таки от красного. По крайней мере, этот. Может быть, они все такие арбузы, а? Ну, какой-то более плотный, что ли. Ну, тоже сладкий, но не водянистый. То есть он именно такой консистенции более плотный. Но очень сладкий арбуз желтый. Ну, может быть, он не супер сладкий, да, а такой, знаешь, как бы средний, но, по крайней мере, он не волокнистый и не застревает в зубах. Еще у нас есть вода и кока-кола. То есть эти напитки также включены в ваш ланч, совершенно безвозмездно. Примерно 1,5 часа провели мы в этом райском местечке, полетали с дрона, покушали, посмотрели отличный обзорный вид, прогулялись. Впереди у нас еще будет 2 точки. Собственно говоря, сейчас мы уже вся наша группа садимся в лодку и едем смотреть дальше.
Итак, у нас 4-я остановка, называется Star Beach, это местечко. Эта остановка предназначена именно для снорклинга, поэтому сейчас надеемся вам что-то поснимать под водой. Нам объяснили, что это protected зона, поэтому мы не будем приплывать к берегу, то есть она защищенная и нужно дополнительно как-то оплачивать. Ну, это поэтому private территория, просто вот, возможно, на сам пляж зайти можно здесь рядышком, но туда куда-то гулять ходить уже точно нельзя. В общем, в любом случае, снорклинг, господа. Надо сказать, что Турси это вот именно про снорклинг, потому что как в первой точке было много красивых рыб, так сейчас были не только рыбы, но еще и морские звезды. Не зря этот пляж так и называется Star Beach. Помимо этого были черные рыбки, рыбки-клоуны, такие желтенькие. Знаете, верхушка у них такая интересная. Не знаю, как они называются. Здесь совсем не глубоко, наверное, 1,5 метра, максимум там 2 где-то. Риф местами уже разрушен, но все равно можно увидеть рыбок. И для начинающих таких, знаете, как вот и мы, обычных снорклеров. Вот, я думаю, место самое то. То есть здесь, там чуть подальше уже начинается глубина, там уже можно и понырять, там для тех, кто больше подготовлен. А вот здесь именно такой участок, где не надо глубоко нырять, но можно увидеть красивые рыбки. Все-таки, когда глубина, то ты уже не увидишь много рыб, тебе нужно глубоко прям плавать, это уже больше дайвинг, а не снорклинг. А вот именно для снорклинга это место идеально. Сейчас мы приехали на финальную точку нашу, называется это Secret Beach. Можно видеть большую-большую огромную такую скалу, в которой есть небольшая расщелина, проход, через который можно проплыть и что-то там интересное увидеть. Сейчас мы этим и займемся. В отличие от предыдущих точек, здесь уже большая глубина, но на самом деле я этому даже рад, потому что на мелководье уже немножко устал. Но также, говорят, здесь отличный снорклинг, и нужно не забывать про тапочки, потому что, наверное, чуть дальше, где выход, там опять будут рифы. Так, друзья, сейчас перебираемся мы с одной половины на другую. Наша группа вся вот гуськом проходит, ну а мы замыкающие. Ну вот мы и приплыли. В скале дырочку проплыли. Здесь очень много людей. До этого глубина была больше, чем 2 метра, потому что мы не доставали, а сейчас уже можно присесть вот здесь на камушек. Secret Beach оказался не очень-то и секретным, потому что людей здесь очень много в этой лагуне. Еще она не очень глубокая, получается, ну, от силы, наверное, метр. Не знаю, всегда так или сейчас у нас какой-то период отлива. Маска взяла зря. Но место, оно на самом деле красивое. Если бы еще тут больше было солнышко и меньше людей, было бы, конечно, идеально. А так даже особо фотографироваться не хочется и плавать, потому что тут просто свободного места нет. Ну, еще не очень удобно плавать, потому что все-таки вся вода, она в рифах, поэтому... Ну, в общем, любопытное место. На кадрах с дрона вы его чуть-чуть видели. Поэтому была наша последняя точка. Возвращаемся обратно. Ну все, зашли мы на борт. Правда, самый первый отплыли, нашей лодки еще не было, поэтому пришлось ждать немножко в воде, пока приплывет лодка и всю нашу группу. А сейчас нас уже кормят сладостями напоследок. Вот сейчас разносит наш гид. Пока не знаем, что это такое. То ли на картошку похоже, то ли на банан. Сейчас узнаем, что это за десерт. Sweet potato. Sweet potato. With Да. sugar-coated sweet potato. Давайте попробуем эту сладкую картофельную. Ну, да, немножко похоже на жареную картошку.
но такую, как бы свеженькую. Ну вот, и в сахарном сиропе. Ну, такое вот местное блюдо. Обратно нам плыть больше часа. Ну, собственно говоря, там, наверное, мы с вами уже увидимся. Все, друзья, прощаемся. Все, вернулись мы обратно. Чуть-чуть запозднились, потому что сама экскурсия рассчитана с 9 до 4. Но поскольку мы чуть позже выехали, то мы и добрались где-то часам к 5. В целом впечатления у нас положительные. Да, нам понравилось. На самом деле, что организация действительно будет хромать, но все было идеально, я бы так сказала. И питание, и все... Экскурсия это больше рассчитана на снорклинг, наверное, на любование природы, нежели чем просто на купание. Вот, но посмотрим, как будет в других ее вариантах в A и B. У нас сегодня был тур C, вот, поэтому посмотрим. Компания, к которой мы ехали, называется Palawan Travel. Оставим на нее точечку в описании. С ней же мы поедем еще завтра-послезавтра, друзья, поэтому Palawan Travel рекомендуем вам. Ну а с вами увидимся еще на ужине. Не прощаемся, на ужине. Друзья, сегодня мы решили поужинать в греческом кафе, которое называется Афина. Находится прямо на набережной, поэтому будем ужинать с красивым видом. Я себе взял горячий напиток из местного фрукта каламаси. Но это что-то типа наших мандаринов, апельсинов. Его иногда делают горячим, как сейчас. Также приносят дополнительно мед. Очень кисло, но наверняка очень полезно. Мне кажется, надо мед немножко еще размешать ложечкой. Ну ничего, тебе полезно. Да, полезно. Немножко простыли, поэтому сейчас самое время для каламаси. Салат фирменный, также называется как и название кафе Афина. Его фишка в том, что здесь много зелени, есть грецкие орехи, ну и мой сыр мой любимый. На самом деле я спросила у официанта совета, что же мне выбрать в греческом кафе. И они сказали, конечно же, сулуваки. Сказали, что можно выбрать тунца. Конечно, я не смогла отказаться, поэтому вот так выглядят сулуваки из тунца. Это 2 шпажки, приготовлены на гриле тунца. Небольшая лепешечка, картошечка. Выглядит все очень аппетитно. А у меня, друзья, вот такое вот неожиданное блюдо. Фаршированный перчик. Мы его когда здесь меню увидели, то решили попробовать, потому что это очень экзотически, конечно, выглядит. Перец фаршированный, к которому мы привыкли у нас, делают на Филиппинах. Поэтому решили тоже попробовать. Тоже подаются сметанкой. Но начинка, конечно, отличается. У нас помимо риса, наверное, больше мяса, а здесь очень много риса. Мяса немного. Есть горошек, какая-то зелень. Но в целом неплохо. Много специй различных. То есть это блюдо, видимо, у них тоже считается греческим. Сразу видно, что тунец приготовлен очень хорошо, и такой, знаете, нежный, легко отделяется от шпажки. Это очень вкусно. Но мне твое блюдо нравится больше, конечно. Там у тебя и 2 шпаги с тунцом, картошечка, есть пита. Ну, а у меня вот такой вот один фаршированный перец. Он был тоже неплох, но все же не сравнится вот с этим вот блюдом. Ладно, друзья, не переживайте за Кирилла, я с ним поделюсь. Друзья, надеюсь, вам понравилась сегодняшняя экскурсия и наш ужин. На этом наше приключение не заканчивается по Филиппинам и по Эль-Нидо. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч, всем пока. Всем пока.